spicy, genius. Друзья, всех приветствую! Сегодня в обзоре поговорим о новых планарных наушниках Shozi P10, где совместили планарный излучатель и динамический. Приходят наушники в очень небольшой, максимально простой черной коробке с логотипом компании на лицевой части, а здесь сбоку есть QR-код и штрих-код с названием этой модели. Но чувствительность наушников составляет 105 дБ, а вот импеданс тут нигде не указан, и я не смог его найти. В любом случае скажу сразу, на раскачку наушники не сильно тяжелые. Ну и давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Ну и первым делом здесь нас встречает вот такой плотный черный кейс на молнии с логотипом Shozi вот здесь по центру. Внутри него находятся, понятное дело, наушники, которые выполнены из смолы, поэтому они очень такие гладкие и, кстати, реально легкие. А по размеру, на мой взгляд, довольно средние. Лицевая панель в моем случае имеет такую зеленую вставку с очень интересным и самобытным оформлением, а на правом наушнике тут есть логотип компании Shozi, а на левом надпись LOXPO. Ну и, конечно, тут установлен стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля. Разъем, кстати, идет ровно вровень с корпусом, что, на мой взгляд, реально очень хорошо. Ну а сопло у наушников немного вытянутое и имеет бортик, для того, чтобы амбушюры сюда цеплялись более надежно и никуда не слетали. А еще сверху у него установлена защитная черная сеточка. И, кстати, вот здесь имеется вот так в ряд 3 акустических отверстия. Смотрится неплохо. Ну а по аксессуарам тут все довольно скромно. Имеется вот такой небольшой пакетик с стандартными силиконовыми амбушюрами и вот такой медный черный кабель. Он получил стандартный штекер 3.5 для подключения к ЦАПу или усилителю или плееру, да даже к телефону без проблем можно. И коннекторы 2 пин для подключения уже к самим наушникам. У них есть неплохие сформированные заушины, но кабель, на мой взгляд, реально очень простой. Еще у него есть, кстати, микрофон. Честно говоря, не знаю, зачем он здесь. И аудиофилы вряд ли им будут пользоваться, но если есть, ладно, чё. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этих наушников Shozi P10. И из коробки сразу бросается, что эта модель точно не бассхедная. И тонально наушники ощущаются довольно теплыми по своей подаче и не самыми типичными в сравнении с другими планарами. Так как я бы не назвал данную модель супер техничной и атакующей, но при этом тут заметна очень явная и более музыкальная завлекающая подача. Бас в этих наушниках имеет характерный планарный почерк и ощущается как довольно текстурный и хорошо контролируемый. И стоит сказать, что низкие частоты заметно так сосредоточены на энергии и глубине саббаса, в дополнении с очень небольшим усилением удара мидбаса, но точно с не бассхедным весом и массой. И сам бас ощущается больше как теплый и довольно скоростной, но с чуть расслабленной атакой. То есть, например, у тех же планаров Kivir с Melody бас был более четким и выделенным на атаку. Обзор, кстати, есть на моем канале, советую посмотреть его. Ну а средний диапазон тут тоже подается как очень теплый, немного сглаженный, а подача тут определенно не такая прозрачная, как в других планарах. Но воздуха тут в достатке, чтобы диапазон не звучал как-то закрыто или глухо, и пространство строилось более читабельно и раздельно. Хотя вокал передается тут чутка отодвинутым от нас вместе с ударной партией. И подача мне такая уже встречалась, причем явно не первый раз. И любители подобного решения точно найдутся. Да и мне понравилось, что сам вокал, что мужской, что женский, не ощущается излишне расслабленным и размытым. И наоборот же он довольно хорошо сфокусирован по центру в довольно таком широком построенном пространстве. И звучит насыщенно и детализированно. То есть тут нету такого ощущения, как будто вас поместили в небольшую комнату с вокалистом. Наоборот же строится оптимальное и правильное оформленное помещение.
А вот верхняя середина тут чуть более явно подчеркнута, но подается довольно аккуратно, и женский вокал остается по-прежнему сдержанным и не становится кричащим. В нем есть и хорошее насыщение, и отличная передача тембров голоса. Но высокие частоты тут ощущаются как очень гладкие и нейтральные, не акцентированные и не выдвинутые вперед, как в других планарах. Наоборот, тут они более отодвинуты вместе с перкуссией на задний план. И сама область явно передается как очень теплая и сдержанная, без излишней резкости и яркости. Но лично мне бы хотелось тут получить побольше воздуха и прозрачности, как, например, в тех же Кивирс Мелоди, если брать их за референс. Но со звуковой сценой и стереопанорамой здесь все в полном порядке. Сцена правильно формируется, а образы рисуются четко и подробно. Проблем с их локализацией никаких нет, а глубина находится на хорошем по проработке уровне. Но вывод по данной модели у меня получился таков. Shozy P10 получились очень интересными, но не самыми типично настроенными планарными наушниками, с очень теплой и приятной на слух музыкальной и эмоциональной подачей. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте ставить лайки. С вами, как всегда, был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.